Здравствуйте. Меня зовут Егор. Я думаю, этого достаточно. Долго, упорно тренировались. Человек и подборы берет, и проходы, и дальние броски. И мы собрались и решили сразу оторваться, чтобы потом не было проблем. Привет, друзья! Мы с вами в Москве, и с вами Сашка. И Славка. Сегодня воскресенье, 3 апреля, по колено снега на улице, и значит тут нечего делать, нужно идти куда-то внутрь. Да, и самое крутое место, куда сегодня можно пойти, это школа Тимирязевская. Там сегодня будут проходить финалы 2006 года Рождение. рождения. Да, и 16 команд участвовало в финале. Мы будем смотреть с вами самые крутые матчи за 3-е и за 4-е место. За 3-е место будут сражаться две московские команды. И за 1-е место, как бы вы думали, это, естественно, дерби Питер и Москва. Да, еще важно добавить, что это женский финал, а значит будет буря эмоций, потому что девочки ярко переживают как поражение, так и победы. Да, и самое главное, что здесь нет сильных или слабых. Здесь выиграть может кто угодно. Слабая команда может обыграть сильную, сильная может обыграть слабую, которые играли по ходу чемпионата. Испытаниям подвергнутся сегодня не только игроки, но и зрители, а точнее их барабанные перепонки. Go, basket! Славка, в категории до 17 лет участники первенства России представляют свои регионы, но для зрителей, поклонников они больше известны как Тринта и Тимирязевская. Спустя несколько лет ковидных ограничений мы снова можем наслаждаться знакомой и привычной атмосферой первенства России. Скучали ли вы по этой обстановке? Конечно, когда в зал вошел, первое, что увидел, полный зал, трибуны полные, болеют люди. Думаю, какая красота, наконец-то это произошло. А сейчас поговорим с болельщиками, пойдемте. За кого будете болеть? За Москву-1. Я считаю, что все-таки Москва сможет выиграть, но Питер будет биться до последнего. За кого болеете сегодня, я так полагаю, за Москву? Конечно. За прекрасных девушек Астахову и Елизавету. А кто она вам? А дочь? О, В Москве 3 играла племянница. Астахова Кира. то есть вы семейным подрядом пришли сегодня побеждать? Конечно. А только что вы брали интервью у нашей бабушки Астаховой Натальи Павловны. Да, борьба будет. Питерские просто так не сдадутся, разумеется. Но я считаю, класс выше у нас. Представляете? Здесь вся семья Астаховых. А это мама Астаховой Киры. Так что здесь сектор болельщиков. А адвокат Астахов не ваш родственник? Нет, но у нас есть отец Астахов, Павел Владимирович. Кто победит? Питер, Москва? Москва. У нас Москва уже 3-0. На самом деле, хотелось бы увидеть, как правильно сказал мой коллега, настоящий хороший баскетбол, чтобы игроки проявили себя, показали свои лучшие стороны, лучшие качества, ну и получили удовольствие. Как тебе наш сегодняшний кубок? Кубок шикарный, шикарный кубок, шикарный. Это первый раз, насколько я помню, такой крутой, огромный и красивый кубок. Да. В мое время таких еще не было. Друзья, мы наконец-то нашли болельщиков из Питера. И, естественно, я задам вопрос. Москва-Питер? Санкт-Петербург. Я думаю, конечно, будет борьба и победит сильнейший. В финале 2006 года первые команды Москвы и Питера будут представлять Руна и Купчинский Олимп. точно не нуждаются.
Превзошел ли финал ваши ожидания? Да, ну, сказать, что мы как-то волновались, не было. Мы действительно по классу состав собрали такой, который позволяет нам рассчитывать на уверенную победу. Поэтому, ну, как бы, девчонки, конечно, волновались. Финал-то не каждый день проходит, поэтому определенные волнения было. Вот. Ну, ничего, справились с эмоциями и сыграли свою игру. И, как бы, заслуженно победили. Есть у тебя такая традиция побеждать в первенстве России. Расскажи, как тебе это удается из года в год? Спасибо. Я думаю, что это все благодаря тренерам, которые усердно работают с нами. И я надеюсь, что это продолжается и будет продолжаться. У вас сегодня такая была громкая трибуна. Откуда вы собрали столько болельщиков? Ну, так как мы из разных команд, некоторые из моей команды, некоторые из команды Руны, некоторые из Тринты. Поэтому так, много людей. Да. Слушай, вы сегодня были лидерами на протяжении всего матча и играли практически без тренерской помощи. Как вам удалось так быстро сыграться и быть такими самостоятельными? Мы настроились на игру, особенно после вчерашней игры, и поняли, что игра будет непростой, но все же немного легче. И мы собрались и решили сразу оторваться, чтобы потом не было проблем. Год назад мы с вами писали интервью в этом зале, когда была очень драматичная игра, всего 4 очка разницы, и тогда вы пообещали, что ваша команда будет совершенно другой через год. В том году 4-й, сейчас 2-е, до этого были 10-е, мы идем вперед, поэтому на следующий год, надеюсь, будем чемпионами. Так вот, расскажите, как прошел этот год и какие эмоции вы сейчас испытываете? Эмоции у нас непередаваемые, это первая победа, первая такая победа для клуба. Очень горд, что получилось собрать эту команду. В наш тренерский штаб мы пригласили еще одного тренера, уже с прицелом, что эта команда будет играть в Суперлиге, поэтому усилились во всех компонентах, как видите. И начало года было тяжелое, выиграли отборочные игры, и вот получилось так, что собрали Москву-1. Ну что, Славка, как тебе финал-то? Слушай, если не смотреть на счет, эмоции были совершенно не по счету. Обе скамейки и зрительские трибуны кричали так, что, честно говоря, я не понимал, какой счет, потому что я работал с этой стороны, мне не видно было табло. И я думал, что они идут в притирку, потому что команды сражались реально, как будто у них разница в 1 очко. Я бы никогда не сказал, что вот такой разгромный счет получился, поэтому финал, в принципе, мне понравился. Трибуны тоже добавляли огня, я соглашусь с тобой, было очень круто. Но для меня еще примечательная история Юлии Савуковой. Если мы окунемся на год назад, когда она остановилась в шаге от чемпионства, получив там микротравму, и команда совсем чуть-чуть проиграла в концовке. И сегодня она MVP, она чемпионка. Вот это крутая история про самопреодоление, про рост. Я очень сильно довольна. Все, получается, в следующий раз отправимся в блок в другой турнир. Другой. Пока.